Всем привет! С вами я, Татьяна Мединцева, и если вам кажется, что вязать игрушки сложно, сегодня я вам покажу обратное. Мы свяжем маленького плюшевого котенка без единой пришивной детали. Все будет просто, понятно и шаг за шагом. Так что желаю вам творческого настроения и давайте начинать. Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Сейчас буду вязать розового котенка. Это номер у меня 303. Кому нужны характеристики пряжи, вот, пожалуйста. Всего понадобится 20 грамм, 20-25 грамм этой пряжи. Также нам понадобится наполнитель, всего лишь 5 грамм. Вот такой вот классный, красивый котик получится. Понадобится вот такая вот плотная черная ниточка с иголочкой, чтобы вышить носик. Глазки на безопасном креплении. 8 миллиметров. Крючок номер 4. Также нам понадобится иголочка, маркер, ножнички. Вот такая вот леска, ну в принципе любая леска, чтобы сделать усики. Тоненькая такая вот, видите, какая она. И клей. У меня это супер клей такой вот гелевый. Чтобы эти усики прихватить, чтобы они у нас никуда вообще не делись. Видите, плотненько сидят. Красота. Начинаем вязать с ручек. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто не умеет вообще вязать, то обязательно сходите, посмотрите сначала это видео. Там я все подробно показываю и рассказываю. И дальше уже можете приступать к вязанию игрушки. Все у вас получится. Делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петельку делаем прибавку. Это 1 раз, столбик без накида. Прибавка в следующую петельку, это 2 раз. И столбик без накида, прибавка, это 3 раз. Вязание выворачиваем. Хвостик прячем вовнутрь. Следующий ряд 3 вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, и так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 6 столбиков без накида. Убавки я делаю за передние стеночки. Просто хватаю 1 петельку за переднюю стеночку, сразу же 2 петельку хватаю за переднюю стеночку, протягиваю сквозь них рабочую ниточку и снова провязываю уже полностью. Столбик без накида в следующую петельку, а дальше убавку снова хватаю 2 петельки за переднюю стеночку и теперь просто провязываю. Это 2 раз, и столбик без накида, убавка, это 3 раз. И теперь нам нужно 4 и 5 ряд просто провязать в каждую петельку по столбику без накида. То есть вяжем 4 и 5 ряд по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Теперь вот так вот складываем пополам и вместе провязываем 3 столбика без накида. Заходим насквозь полностью в петельки, вот таким образом. Хватаем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. В следующие 2 петельки заходим насквозь, провязываем 2 столбик без накида и 3 столбик без накида провязали. Теперь ниточку обрезаем, вытягиваем, и я ее еще протягиваю на одну из сторон и завязываю здесь узелок.
и прячу ниточку вовнутрь. И вот такая вот ручка готова. Вторую вяжем точно так же. И дальше будем вязать ножки. Снова делаем 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. И затем третий ряд просто провяжем 12 столбиков без накида. Это я провязала, вязание выворачиваем. Вот такая вот красота получается. Дальше четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Можно провязать 1 столбик без накида и пометить его маркером. Дальше вяжем 2 столбик без накида. Теперь делаем 4 убавки подряд. Снова я их делаю за передние стеночки. 1 убавка, 2, 3 и 4. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Дальше у нас идет 5-й ряд, снова вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Теперь делаем 2 убавки. 1, 2 и 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Пока уберу ниточку, покажу, не ниточку, крючок, покажу, что получилось. Теперь нам нужно добавить сюда наполнитель в нижнюю часть ножки. И 2 ряда, 6 и 7, провязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Много наполнителя добавлять не нужно. Только в эту часть добавляем наполнитель. Дальше он нам не понадобится в ножке. Вяжем 2 ряда самостоятельно. Эти 2 ряда я провязала. Тут хорошо приминаю наполнитель. Вот такая вот красота у нас получилась. Снова складываем пополам и провязываем вместе 3 столбика без накида. Закрываем вязание. Все точно так же, как мы делали в ручке. Обрезаем ниточку, протягиваем ее на одну из сторон и завязываем узелок. Ниточку прячем вовнутрь. И вот такая вот красота у нас получилась. Вторую ножку вяжем точно так же и сразу разминаем хорошо наполнитель, чтобы сформировать красивые ножки. Посмотрите, какая красота у нас получилась. 2 ручки, 2 ножки готовы. Дальше будем вязать хвостик. Делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Во втором ряду вяжем 5 столбиков без накида, то есть в каждую петельку по 1 столбику без накида. Провязали и теперь выворачиваем вязание.
Хвостик этот прячем вовнутрь. И дальше вяжем по 11 ряд включительно, по 5 столбиков без накидов в каждом ряду. Наполнитель добавлять не нужно. Кстати, если вам удобнее вязать по готовым описаниям, у меня есть магазин на Etsy, где можно приобрести мастер-классы в PDF-формате. И сейчас они доступны на любом языке по запросу. 11 рядов я провязала. В 12 ряду вяжем 4 столбика без накида и 1 прибавка. 2, 3, 4 и делаем прибавочку, это 5, 6. И теперь просто складываем пополам и провязываем 3 столбика без накида вместе. 1, 2, 3. Вязание закрыли, обрезали ниточку, вытянули, затянули, протянули на эту сторону, на любую сторону протянули и завязали узелок. Все как мы делали в ручках и в ножках. Одинаково. Завязали, ниточку спрятали вовнутрь. И дальше будем вязать тельце и ввязывать вот это вот все. Счастье в тельце. Дальше вяжем тельце. Начинаем как обычно, делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Вязание выворачиваем, как обычно. Третий ряд дальше вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 4-й ряд. Будем провязывать хвостик. Для этого вяжем сначала 13 столбиков без накида в начале ряда. 1 провяжу, поставлю маркер и вяжу дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 столбиков остается до конца ряда. Мы с хвостиком провязываем 3 столбика без накида. Заходим сначала в хвостик, затем в тельце провязали 1 столбик без накида. В хвостик, в тельце провязали 2 столбик без накида. И в хвостик, в тельце провязали 3 столбик без накида. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Вот так вот мы провязали хвостик. Следующий ряд у нас 5-й. Будем провязывать ножки. Сразу берем ножку. И с ножкой нам нужно провязать 3 столбика без накида. Это будет левая ножка у кошечки, поэтому носочек смотрит в эту сторону. Тоже заходим сначала в ножку, затем в тельце, провязываем 1 столбик без накида. Можете маркер перенести, пометить начало ряда. В ножку, в тельце 2 столбик без накида. И в ножку, в тельце 3 столбик без накида провязали. Теперь вяжем 5 столбиков без накида. Берем вторую ножку и вместе с ножкой провязываем снова 3 столбика без накида. Только ножку берем таким образом, чтобы носочек смотрел в эту сторону. Это будет правая ножка у котика.
Тоже зашли сначала в ножку, затем в тельце, провязали столбик без накида. В ножку, в тельце второй столбик без накида провязали. В ножку, в тельце третий столбик без накида провязали. И 7 столбиков без накида довязываем до конца ряда. Довязали, вытяну крючок и маркер, покажу, что получилось. Вот такая вот красота ножки, посерединке хвостик у вас должен быть. Вот такая вот красота получается. Дальше у нас 6-й ряд, просто провязываем 18 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 7-й ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 8-й ряд, вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Это я провязала. В следующем ряду будем провязывать ручки. Это у нас 9-й ряд. Сразу вот в начале ряда провязываем 3 столбика без накида с ручкой. Тоже заходим сначала в ручку, потом в тельце. И провязываем 3 столбика без накида с ручкой. Дальше вяжем 1 столбик без накида и снова 3 столбика без накида нужно провязать с ручкой. 1, 2 и 3. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Вытяну крючок, покажу, что получилось. Вот смотрите, какая красота. Так, хорошо. Теперь добавляем наполнитель. И дальше будем уже вывязывать голову. Это у нас уже начнется 10-й ряд. Нам нужно будет сделать 9 прибавок. Вот у нас сейчас 9 петелек в ряду. И просто делаем в каждую петельку по 2 столбика без накида. Таким образом мы сделаем 9 прибавок. И у нас в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Вот. Такая вот красота, посмотрите, наполнитель добавили. Делаем 9 прибавок. 9 прибавок я провязала. И вот такая вот красота у нас уже получилась. Дальше идет 11-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 12-й ряд. Вяжем 8 столбиков без накида, 4 прибавки и 12 столбиков без накида до конца ряда довязываем. А в 13 ряду провяжем просто 28 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 14 ряд, вяжем 8 столбиков без накида, 4 убавки и 12 столбиков без накида до конца ряда. Это я провязала. Дальше у нас идет 15 ряд, вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала. Сейчас вставим глазки. Нам глазки нужно вставить между 13 и 14 рядом.
Вот в 10 ряду мы начали вывязывать голову, где делали 9 прибавок. Этот ряд хорошо видно. Вот и считаем 10, 11, 12, 13 и 14. Если сверху считать, то мы провязали 15 ряд. Здесь был 14 и 13. Вот между 14 и 13 рядом вставляем глазки. Ориентируемся на прибавки, которые мы сделали в 12 ряду. 4 прибавочки у нас здесь, которые тоже хорошо просматриваются. Видите, 1, 2, 3, 4. И мы должны над крайними прибавочками примерно вот вставить глазки. У нас между глазками будет 6 петель, если ориентироваться по ряду ниже. Вот мы вставили между 13 и 14 глазки. В 14 неудобно считать, потому что мы здесь убавки сделали, а в 13 же мы просто провязывали столбики без накида целый ряд. Поэтому здесь мы считаем, что у нас между глазками 6 столбиков без накида. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот мы здесь повставляли глазки, закрепляем их и будем вязать дальше. А дальше у нас 16 ряд, и мы вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так свяжем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Добавляем наполнитель уже хорошо. И будем заканчивать. Нам нужно в следующем ряду, в 17, провязать 6 убавок. Так что добавляем наполнитель и делаем 6 убавок. 6 убавочек я сделала. Видите, небольшое отверстие еще осталось. Добавляем полностью наполнитель. А здесь эту ниточку обрезаем, оставляем хвостик где-то 50 сантиметров, не меньше, потому что мы будем сейчас здесь закрывать вязание, потом еще этой же ниточкой сделаем утяжечку и вышьем, вывяжем ушки. Поэтому ниточку здесь вытянули, добавляем еще наполнитель полностью, чтобы у нас красивая круглая голова получилась. И потом покажу, как мы это стянем. Так, наполнитель я хорошо добавила. Видите, какой такой вот классный получился. Вставила ниточку в иголочку. Сейчас нам просто здесь нужно протянуть по петелькам за переднюю стеночку. Хватаем петельку и протягиваем ниточку по петелькам. Вот так вот по кругу. Если вам нравятся игрушки, которые получаются по моим доступным и простым мастер-классам, то обязательно поставьте лайк и напишите какой-то комментарий. Мне будет очень приятно. Протянули и теперь так хорошенечко так затянули, и все, видите, колечко у нас закрылось. Теперь мы заходим в серединку и выходим здесь в серединку, внизу. Сделаем утяжечку мордочки. Видите, здесь так оп, и все красиво у нас. Здесь вот мы вышли через одну петельку, идем к одному из глазиков. Вытягиваем ниточку. И тут тоже через несколько петелек снова возвращаемся вниз. Вытягиваем ниточку. Так, ее оп, и притягиваем. Сильно не тянем, чтобы ниточка не растрепалась. Снова через одну петельку идем ко второму глазику. И тут тоже через несколько петелек снова возвращаемся вниз. Теперь хорошо придерживаем и делаем такую вот утяжечку. Видите, уже мы стянули немножко.
Теперь снова через одну петельку идем к глазику. И нам нужно еще стянуть посерединке. Поэтому вот так вот. И здесь прокладываем ниточку вот таким образом. Выходим возле следующего глазика. И утягиваем. Видите, вот так вот подтянули хорошо. Сильно только не тяните, чтобы у вас ниточка не порвалась. Здесь можно с иголочкой разровнять наполнитель, чтобы лучше просматривалась мордочка. Туда наполнитель затолкать в мордочку больше. С помощью иголочки. Вот здесь вот так вот мы подтянули. Видите, и вот такая вот красота уже получается. Сейчас мы сделаем ушки. Для этого мы идем в сторону ушек. У нас ушки должны быть, смотрите, на один ряд выше глазика. Видите, глазки у нас здесь прикреплены. На один ряд выше от глаз и на 3 петельки дальше от глаз. То есть мы смотрим, это мы должны выйти вот в этот ряд. 1, 2, 3, вот сюда, в эту петельку мы должны сейчас выйти иголочкой, видите? Вытягиваем иголочку вот таким образом. Видите, на один ряд выше от глаз и на 3 петельки дальше. Вытягиваем иголочку, берем крючок, заходим в эту петелечку крючком и достаем ниточку, ну, чтобы сделать такую петельку. Следите, чтобы у вас тут было 3 петельки от глаза. То есть мы сделали петельку и теперь полустолбиками с накидом провяжем ушко. Нам вообще ушко нужно сделать, провязать 4 полустолбика с накидом. Мы будем вязать, чтобы оно у нас полукругом шло. То есть у нас тут принцип, что мы 2 крайних полустолбика с накидом сделаем на одной линии, видите, чтобы они у нас были. А 2 внутренних полустолбика с накидом сделаем дальше. Вот смотрите, мы сразу делаем накид, заходим в эту же петельку и провязываем полустолбик с накидом. То есть вот мы сделали, вытянули ниточку, у нас 3 петельки на крючке, провязываем за один раз. Снова сделали накид, зашли в следующую петельку подальше. Видите, вот сюда вот. Зашли, вытянули рабочую ниточку, провязали полустолбик с накидом. Это второй, снова сделали накид. Вот ориентируйтесь, что здесь мы должны будем сделать последний столбик, полустолбик с накидом. Значит, мы вот сюда уже ближе выходим. Провязываем полустолбик с накидом. И 4-й полустолбик с накидом. Вот выходим на одну линию с нашим первым полустолбиком с накидом. И провязываем. Такая вот красота получилась. Вытягиваем ниточку. Затягиваем ее. Здесь вот так вот разравниваем. Сейчас перетянем ниточку на другую сторону, чтобы второе ушко сделать. И будет лучше видно, как мы провязали это ушко. Сейчас вам все покажу. Так, я сразу здесь перехожу на вторую сторону. Вот, видите, здесь мы все подтянули. Вот такое вот красивое ушко получилось. Мы его просто сразу пальчиками формируем, такой треугольничек. Видите? Ну, красота же. Красота. Вот так вот сделали. И вот такая вот красота у нас получилась. Второе ушко вывязываем точно так же. То есть мы следим, чтобы от глазика было 3 петельки. То есть у нас будет, вот видите, здесь мы вышли, да? Ну, чтобы все симметрично было, по этому ряду мы вышли. Здесь ниже у нас будет полустолбик с накидом, и здесь 2. То есть все то же самое. Мы вот вышли, сделали петелечку.
И вяжем полустолбик с накидом. Здесь один. Дальше сделали накид, провязали дальше полустолбик с накидом, второй. Тут мы сразу ориентируемся, что у нас же должен быть 1, 2, 3. Вот здесь вот, точнее вот здесь вот последний полустолбик с накидом. Значит, мы сразу же идем к нему ближе. Провязываем третий полустолбик с накидом. Господи. Так, вот сюда вот мы провязываем третий полустолбик с накидом. И четвертый полустолбик с накидом мы вот сюда провязываем, возвращаемся. Так, вытягиваем. Посмотрите, какая красота. Снова вставляем в иголочку ниточку. Ее здесь затягиваем. Вот 3 петельки. Видите, все у нас четенько. Пока выведу куда-то, затяну. Такое вот ушко у нас получается. Тоже формируем треугольничек. Вот таким образом. Просто приминаем. Если хочется, то можно и с помощью ниточки вот здесь вот немножко так стянуть, чтобы эти треугольнички всегда были треугольничками, если не хотите их все время приминать. И вот такая вот красота у нас получается. Смотрите. Такой вот котик. Котик-муркотик. Так, все прекрасно. Здесь мы просто завязываем узелок. Нужно с помощью крючка. И ниточку спрячем вовнутрь. Хочу напомнить, что у меня есть магазин на Etsy, где вы можете приобрести мастер-классы практически на все мои игрушки в PDF-формате на любом языке. Если вам такой формат удобнее для вязания, то добро пожаловать, ссылочку найдете в описании под видео. И вот такая вот красота у нас получается. Нам осталось вышить носик. Класс. И приклеить вот эти вот усики. Ну что, классно? Вообще. Супер-пупер. Берем нашу ниточку черную. Выходим в то место, где будем вышивать носик. Просто делаем несколько стежочков. Здесь я ниточку не завязываю, оставляю хвостик. И вот так вот вывязываем этот носик между глазками, делаем несколько стежочков. Обязательно присылайте фотографии своих готовых работ, связанных по моим мастер-классам, мне в социальные сети. Это либо Instagram, либо Facebook, куда вам удобнее. Ссылочки тоже я оставлю в описании под видео. В Instagram, кстати, появилась новая функция. Прямо в комментариях под игрушками можно загружать свои фотографии. Поэтому, как вам удобно, обязательно присылайте. Мне очень интересно посмотреть, что же у вас получается. Вот так вот мы сделали. Теперь идем вниз посерединке, делаем такую вот перетяжечку. Я сначала просто здесь вот так вот выйду, а потом уже в петельку зайду. Все разравниваем, подравниваем. И здесь посерединке я захожу и выхожу к нашему хвостику этому, чтобы завязать узелок.
Угу. Здесь обрезаю ниточку, завязываю узелок. И ниточки прячу вовнутрь. Сейчас приклеим усики, и будет красота. У меня леска, видите, вот такая вот тоненькая. Это я тоже в магазине для рукоделия купила. Я думаю, можно обычную тонкую леску использовать. Чем тоньше, тем лучше. Вот такой вот у меня пучок. Я его просто должна протянуть с помощью крючка. Вот так вот. Должна протянуть. Здесь выравниваем это все счастье. Угу. Смотрим, как это выглядит. Потом я это разровняю. Нам сейчас нужно прихватить с помощью клея. Вылью сейчас немножко, одну капельку. И вот с помощью зубочистки просто проклею немножко здесь вот аккуратненько, прям сюда. Как вам показать сейчас? Прям вот сюда вот вовнутрь добавляю вот так вот клей, и оно там приклеится. Угу. И с этой стороны тоже. Немного там, совсем чуть-чуть надо, так сделали. Вот здесь вот нужно, у меня они склеены, я их разровняю сейчас. Отклею здесь. Таким образом. И смотрите, какая красота у нас получается. То есть немножко прихватили. Вот здесь вот тоже вы можете разровнять и приклеить в другом месте чуть-чуть. То есть, видите, я так сделаю немножко, чтобы оно ближе к глазикам приклеилось. Я просто на зубочистку вот так вот, оп, клея набрала. И так приклеиваю. Долго только не держим, чтобы у нас зубочистка не приклеилась. Все, вот так вот мы приклеили. Нужно вот тут еще лучше сейчас приклеить. Видите, взяла клея немного на зубочистку. И вот где вам нужно, добавили этот клей, быстро убрали и другой стороной придавили. Немножко подержали, оно там схватится и будет у нас приклеено там, где нужно. И вот такая вот красота получается. Тут мы все подровняем. И вот такой вот котик получился. Если вам нравятся простые и красивые мастер-классы по вязанию игрушек, подписывайтесь на канал, впереди еще много новых игрушек без пришивания. Спасибо, что вязали вместе со мной, и до встречи в следующих видео.